Доброго времени суток всем, кто заглянул на канал Дача Лайф. Весеннее пробуждение уже не остановить, и вскоре состоится долгожданная встреча с любимцами своего сада – розочка White Licorice. В ролике расскажу о некоторых особенностях зимовки моих розочек. Снежный покров в 2025 году в Минском районе Беларуси был редкостью. Аномально теплыми были 2 месяца, а февраль и вовсе оказался морозным, да еще и без снега. Саженцы осенней посадки окучило сухим торфом. Все отлично, ждем цветения. Очередной раз провожу эксперимент по невызревшим побегам. На сей раз роза крем-карамель. До мороза также окучила сухим торфом. Изрядно потрепал мороз побег, как-никак одна ночь даже минус 18 было. Солнышко стало пригревать, так побег еще хуже стал выглядеть. Посмотрим, что там под окучкой. Вот оно как бывает. Когда разокучила побольше, вообще оказалось 3 почки. Оставила 2 почки, чтобы не было трения с другим побегом. Обработка хлоргексидином и зеленкой. Надеюсь, цветение этого побега состоится. Потемнение коры еще не показатель плохого побега. Никогда не спешу с обрезкой, жду устойчивого тепла. Оно в полной мере помогает определить последствия зимовки. По возможности стараюсь выяснить, что могло стать причиной, а их-то предостаточно. Внешний вид таких побегов немного настораживает, но особой тревоги они у меня не вызывают. Новые побеги из него никаким негативом не отмечены. К любым неказистым побегам стоит присмотреться, так как на все есть свои причины. Знакома я уже с разными сложностями зимовки роз в своем саду. При обрезке роз важным фактором для меня является процент сохранения здорового камбия. Именно он способен обеспечить дальнейшее развитие розы, а это рост древесины, коры, почек. Побег прошлого года, который выздоравливает, и процент здорового камбия совсем минимальный, однако иммунитет розы не просто слова. Роза сама способна регулировать свои процессы на выживание. Но есть нюанс. Побегу потребуется время нарастить толщину камбия, чтобы обеспечивать нормальное поступление питательных веществ. Поэтому ростовые процессы немного замедлятся, и обильность цветения может быть снижена. Как всегда, лучшим помощником в лечении моих розочек является хлоргексидин, дегтярное мыло, зеленка, а в силе садовой химии у меня возникли сомнения. Слишком много факторов должно сойтись, чтобы она сработала и принесла пользу. Изумительная роза поэзия завораживает совершенством формы цветка. Неподражаемая гамма розовых переливчатых оттенков. Стойкая и нежная красавица с отличным иммунитетом поражает своей изысканностью. Отлично перезимовавшие побеги весной могут преподнести малоприятный сюрприз. А все потому, что невидимые букашки постарались. С их легкой подачей роза становится легкой добычей для разных патогенов. Помочь такому побегу уже нельзя. Он усыхает. К таким побегам у меня тоже есть вопросы. Природой все продумано, поэтому мой уход за розами без фанатизма. Собственный иммунитет лучше всего. Я лишь помогаю немного его укрепить. Предпочитаю точечное воздействие на возникшую проблему. В очаг болезни делаю инъекцию. Скрытые от взора повреждения обнаружить нереально. Уследить, кто и когда их наносит, очень сложно. Видим уже последствия. С внешними признаками не так сложно, главное вовремя обнаружить. На ранней стадии мне отлично помогает дегтярное мыло. Его щелочная реакция убивает все болезнетворные организмы, а запах дегтя отпугивает прекрасно насекомых, распространяющих эту заразу. Розочка Twilight Zone.
Подцепила болячку, но нанесение мыла предотвратило дальнейшее распространение болезни, и кустик отлично процвел. Решила проверить иммунитет у розочки Энн Хендерсон. Когда роза цепанула болячку, я не стала к ней применять никаких мер и дала больному побегу процвести. Болезнь на цветение никак не повлияла, и даже отцветая, цветок был хорош. Рядышком с Энн Хендерсон растет розочка Uptown Girl, и никакого перезаражения в течение сезона не случилось. Пятнистость никуда не исчезла и не сильно видоизменилась, но на листьях была замечена деятельность разных вредителей, но новый побег был абсолютно здоров и очень красиво цвел. Очень довольна этой розочкой. Безупречной зимовку 2025 года не назовешь, но вполне удачной, потому что без потерь. Хочется надеяться, что шальная погодка перестанет щекотать нам нервы и не подкинет новых испытаний.